Простуда приходит тихо. Иногда достаточно буквально 2 минут выйти на балкон, открыть окно, выйти на улицу без шарфа. Вы чувствуете легкий прохладный ветерок, но не придаете этому значения. А утром просыпаетесь, и кажется, что вас подменили, горло царапает, нос не дышит, тело ломит, голова тяжелая. Каждому знакомо это состояние, когда организм словно перегружен и не понимает, что происходит. Но у природы есть свои способы поддержки. Растения, которые использовали сотни поколений до нас. Трава, которая помогала людям задолго до появления аптек, таблеток и сиропов. И сегодня я расскажу вам о 3 растениях, которые на самом деле помогают организму быстрее справляться с простудой. О растениях, действия которых многие недооценивают, но результаты могут удивить даже тех, кто давно знаком с фитотерапией. Начнем с первого, самого мягкого и самого теплого союзника при простуде. Липа – тайный союзник при простуде. Если спросить у наших прабабушек, чем они лечили детей в первые часы болезни, ответ почти всегда будет одинаковым липовым цветом. Липа считается одной из самых мягких, но одновременно самых действенных трав против простуды. Почему липа так хорошо работает? Потому что она помогает организму включить собственные механизмы защиты. Липовый цвет мягко снижает температуру, не резко, как таблетки, а естественно, через потоотделение. И это очень важно, потому что именно пот помогает выводить продукты воспаления и активирует очищение организма. Но это еще не все. Липа успокаивает сухой кашель, смягчает раздраженное горло и облегчает дыхание. Ее противовоспалительные свойства работают удивительно мягко. После чашки липового чая тело расслабляется, боль уходит, дыхание становится легче, а сон крепче. А без полноценного сна выздоровление невозможно. Как правильно приготовить липу? 1 столовая ложка цветков, 250 мл горячей воды, 10-15 минут настояться и можно пить. Лучше всего вечером, перед сном. А если добавить немного малины, эффект усиливается вдвойне. Липа – это тепло, забота и восстановление. И именно она часто становится первым шагом к облегчению симптомов простуды. Тимьян, чабрец – сильный природный антисептик. Если липа – это мягкая поддержка, то тимьян – это настоящий характер. Он ароматный, насыщенный, сильный, и его эффект при простуде трудно переоценить. Тимьян особенно полезен, когда появляется кашель, тяжесть в груди, затрудненное дыхание или неприятное щекотание в бронхах. Чем он хорош? Тимьян – мощный природный антисептик. Он помогает замедлить размножение вирусов и бактерий, снимает воспаление и облегчает дыхание. Он раскрывает бронхи и помогает выводить мокроту, именно поэтому его часто используют при бронхитах и затяжном кашле. А еще тимьян обладает удивительным свойством – он успокаивает нервную систему. Это очень важно при болезни, потому что организм быстрее восстанавливается, когда мы расслаблены и можем спать глубже. Как применять тимьян? 1 чайная ложка травы. Стакан кипятка. Настаивать 10-15 минут. Пить 2-3 раза в день. Дополнительно можно делать натуральную ингаляцию, просто добавить тимьян в горячую воду и подышать 3-5 минут. Дыхание становится заметно легче. Тимьян – это маленькая, но очень сильная трава, которая помогает организму включиться в борьбу с простудой. Эхинацея – активатор иммунитета. Эхинацея – это растение, которое стало символом природного иммунитета. Но важно понимать, ее сила раскрывается именно в первые часы болезни. Эхинацея помогает организму быстрее мобилизоваться, активирует иммунный ответ, уменьшает воспаление и сокращает длительность простуды. Это не волшебная таблетка, которая действует мгновенно, но это один из самых сильных натуральных иммуномодуляторов. Исследования показывают, что люди, которые принимают эхинацею сразу при первых симптомах, болеют короче и переносят простуду легче. Как принимать? Настойка 20-30 капель 3 раза в день. Или чай 1 чайная ложка на стакан горячей воды.
Эхиноцея работает как кнопка «Ускорить иммунитет», но важно использовать ее курсами 7-10 дней, а не постоянно. Как ускорить выздоровление? 4 практики, которые работают с травами. Теперь самое интересное. Эффект от трав усиливается в 2-3 раза, если объединить их с простыми, но мощными естественными привычками. Многие недооценивают это, а зря. Именно эти методы помогают организму включиться в выздоровление быстрее. Теплое питье – мощный стимулятор иммунитета. Не горячее и не холодное, именно теплое. Оно разжижает слизь, успокаивает горло и облегчает дыхание. Пейте часто, маленькими глотками, особенно липу и тимьян. Влажный воздух – половина успеха. Сухой воздух делает симптомы в 2 раза сильнее. Влажный мягко снимает раздражение горла, улучшает носовое дыхание и ускоряет восстановление слизистых. Достаточно увлажнителя или обычной миски с водой. Сон – главное лекарство. Во время сна иммунная система работает активнее всего. Если лечь хотя бы на час раньше, организм быстрее перерабатывает воспаление и восстанавливает силы. Натуральные ингаляции. Тимьян, мята, эвкалипт – все это помогает открыть дыхательные пути. 3 минуты над теплым паром, и нос начинает дышать, а состояние сразу улучшается. Эти простые практики удивительно эффективно усиливают действие трав. Они создают идеальные условия для организма, чтобы он мог быстро прийти в норму. Вот такие 3 растения – липа, тимьян и эхиноцея – способны помочь вам в самые первые дни простуды. Это не чудо и не магия. Это знания, проверенные веками. И сейчас, когда многие ищут натуральные способы поддержки организма, именно такие простые, доступные травы могут стать настоящей находкой. Если вам понравилось это видео и вы хотите узнавать больше о лечебных растениях, натуральных рецептах и силе природы, обязательно подписывайтесь на канал «Лесное дело». Ваши лайки и подписка помогают мне развивать канал и создавать еще больше полезных материалов. Не забудьте написать комментарий, какая трава вам помогает лучше всего. А может, вы знаете свой секретный рецепт против простуды? Давайте делиться опытом и вместе создавать сообщество людей, которые ценят природную мудрость. Берегите себя, не болейте, и до встречи в новых выпусках.